более понятно, наверное. А вот интересно, я сейчас вот думаю, что там происходит, но вот мы же все-таки склонны мыслить, вот есть такая прям доктрина политического реализма. Я вообще считаю, что максимально практично надо и вот приземленно. Ну вот приземленно давайте смотреть, как принимает решение Литва. Кто может участвовать? Участвуют США? Думаю, участвуют. Участвуют напрямую. Участвуют Брюссель и в целом евроструктуры. Да, участвуют. Что выгодно американцам? Американцам выгодно, чтобы процесс был разделен. С одной стороны, Евросоюз пытается договариваться с Россией, потому что понимает, что блокада, которая может с нашей стороны последовать, Литвы, эта проблема будет Евросоюза, и в целом это еще один клин в единство Европейского дома, а там ой, какие проблемы в Европе, ну ой, какие проблемы. И Литва с Латвией – это доноры, они живут за счет европейского бюджета. Там ничего не производится, нет вообще в целом налоговой базы, которая могла кормить эти государства. Ну, в Эстонии чуть полегче, ну и тоже не факт совсем. В этой связи, конечно, здесь последнее слово все-таки не за Европейским Союзом, не за США. И здесь надо понимать, что США здесь создает эту напряженность искусственно, тем самым еще и подталкивая Европу. Тут, конечно, игра антиевропейская, она сейчас совершенно для меня очевидна. Вот, ну, это такая тема, да. Я вот что обнаружил, это то, что мы в эфирах мало анализируем вот этот раскол, который происходит сегодня в Европе, и то, куда США толкают Европу. А это, мне кажется, одна из основных тем. Даже украинский конфликт надо рассматривать под этой призмой. Потому что, конечно, эта цель не Украина. И, кстати говоря, именно под этой призмой я одну вещь очень хорошую понимаю для себя. То есть я понимаю следующее, что если мы сделаем рывок, мы выбьем укронацистов с территории Украины и сделаем это просто территорией России, вот тогда представьте себе ситуацию, в которую попадает Европа. Вот просто представим на минуту. Вот Европа утром проснулась, а Украины нет. Вот нет вообще. Нет Зеленского, нет Турчинова, нет олигархов. Метра земли нет, которая находится под юрисдикцией Украины. Тогда у поляков нет никакого плацдарма, со стороны которого они могут что-то говорить и делать. Сунуться — это война с Россией. Польша не готова, просто забудет об этом. Германия. Так они все обрадуются так, что... Я просто представляю, будет как День Победы у них, вернее, у нас, так и будет у них, потому что они будут понимать, что это День Победы, потому что появилось объективное основание Америку послать к лешему черту. Сказать, пошли вы, потому что нет, все, больше нет темы. Чего давить-то? Дальше надо будет выстраивать иную жизнь с очень мощной страной, огромной державой, у которой самая сильная и, по большому счету, самая страшная армия. Потому что те командиры, те военные, те бойцы, которые будут стоять на передних рубежах, это ребята, с которыми лучше не связываться. Это, кстати, другая элита появится в России. Вообще мир изменится. Вот поэтому сейчас все политические процессы, кстати говоря, направлены на то, чтобы не допустить победы России на Украине. Если не допустить, значит, Европы не существует. Она должна воевать против нас. Вот туда все толкается. И тут в этой связи возникает очень важный вопрос. Может быть, нам не тянуть уже? Может быть, нам жахнуть по Литве? Я имею в виду давлением экономическим, политическим, культурным, отрезанием инфраструктуры. Просто взять, нажать на кнопку, и 18:00 сегодня все закончилось для Литвы. Вот они приходят, а на разных станциях, станции замера давления, станции электроснабжения, вот везде вообще ничего не работает, все встало. Нет поставок, поставлять некуда, молоко больше завтра, вот они проснутся, фермеры, а молоко поставлять в Россию нельзя, сыр поставлять нельзя, вот просто стоп, что делать будут? В Европу поставлять? Да они логистику будут полгода налаживать, все сгниет у них, все встанет, это конец Литве. Ну, может, там уже сделать один раз так, тогда все очнутся. Я про что говорю? Нам нужен новый язык общения с Европой. То есть они с нами говорят на одном, а мы с ними на человеческом. Они гавкают и рычат, а мы на человеческом. Но они нас уже не понимают. Потому что мы часто забываем одну вещь, это последняя моя мысль. Мы забываем, что за сменой языка общения часто скрывается смена сущности того человека, вообще того, вот, кто с тобой говорит. Ну, они перестали говорить по-человечески, значит, они уже не люди. Чего мы с ними пытаемся найти какую-то общую точку зрения? Они не люди уже, это нам надо понять. То есть все, там уже другие существа.
Это даже не аллегория, это в буквальном смысле этого слова. Люди, у которых нет образования, люди, которые не знают, что такое Великая Отечественная война, люди, которые не теряли близких на войне, люди, которые не видели гибель тысяч на своих глазах. То есть люди другие, просто вот такие пластиковые фигуры, которых навтыкали по всей Европе. Чего мы от них хотим-то? Ну, надо дать им по голове один раз, чтобы они поняли, что так нельзя. И сразу все поймут. Вот я это часто, вот честно говоря, вот у меня правоохранительная практика за спиной, у меня было много общения с разным криминальным отребьем. Вот я могу сказать, там есть один момент, один язык, до которого иногда приходится доходить. И тогда раз, и все встает на места. Он раз смотрит, да, убивал. И все. И тогда вот эта папка с доказательствами, которая лежит, она становится хоть каким-то для него значимым фактором. Потому что он физически понял, что да, убивал. Ну, надо так, значит, с ними общаться. Не знаю, может, я, конечно, не прав.